Привет, меня зовут Олег, и я хочу вам рассказать о своем путешествии на велосипеде вдоль западного берега Крыма. Вы, наверное, знаете, что Крым был заселен и исследован человеком еще тысячи лет назад. Но даже при этом на полуострове есть такие места, которых мало коснулась цивилизация. Запад Крыма как раз таки один из таких уголков, которых меньше всего коснулась строительная рука человека. Итак, мое путешествие продолжалось 6 дней и 5 ночей. За это время я проехал около 300 километров и посетил великое множество красивейших мест. Должен заметить, что в дороге меня ожидали также и трудности, например, поломался велосипед, но обо всем по порядку. Отправной точкой моего путешествия стал город Джанкой. Оттуда изначально, согласно моему плану, я должен был на электричке доехать до Красноперекопска, который находится еще севернее, а оттуда уже продолжить крутить педали в сторону побережья. Но опоздал на электрон. Вот, и теперь плюс 45 километров мне добавилось. Вот, по вот этой трассе, на которой, кстати, большому удовольствию, хорошее дорожное покрытие и, на удивление, немного машин. Здесь у меня бутылочка для водички, фотоаппарат, сумка. Там у меня есть палатка, спальник, запасная одежда, запасная водичка. Тут есть коврик, всякие ремнаборы, аптечка. Думаю, это все обязательно. Но хоть и надеюсь, что не понадобится. В первый день пути я двигался по степной части Крыма. Пейзажи были довольно однообразны, но даже в этих выжженных солнцем просторах удавалось находить что-то приятное. Стрекот цикад, свободный ветер, вид до самого горизонта. И когда живешь в городе среди многоэтажек, видеть горизонт – это настоящее наслаждение для глаз. Я познакомился с милыми старушками и купил их вкуснейшие персики. Я следил за аистами, устроившими себе гнездо высоко на столбе. Тогда я подумал, что даже птицам нужны семья и дом. Я видел, как пересох Северокрымский канал. Грандиозное сооружение, в прошлом обеспечивающее водой сельскохозяйственные нужды Крыма, сейчас зарастает кустарником и деревьями. Я был полон сил, и приподнятое настроение подталкивало меня вперед. Крепко нажимал на педали, ветер свистел в спицах колес, но в самом начале пути, всего после 20 километров движения, поломался багажник. Не может быть! Я же только что все начал. А железки-то это не объяснить. Дорожная сумка терлась о колесо, и ехать дальше было нельзя. Багажник поломался, багажник отремонтировал. Все дело в том, что трубка вот эта вот поломалась, которая держала мой багажник. Мне очень повезло, что была запасная длина, я ее просто немножечко опустил. Если она еще раз поломается, то уже, конечно, моему багажнику кирдык. Я благодарен себе за предусмотрительность. Я взял ремонтный набор и смог починить багажник. Уже через какие-то полчаса снова был в седле. Проехал 40 километров. Осталось еще 73. Сейчас проезжаю поселок Воинка. Вокруг степи. Тишина. Слушаю Сукачева. Заброшенные, полуразобранные, без окон, без дверей, без крыш. Бывшие фермы.
К сожалению, в Крыму во многих деревнях можно видеть подобные картины. Колхозы, совхозы. От них остались только стены. Впереди какое-то производственное, видимо, здание было. С большой такой трубой. Сейчас только труба-то и осталась, и до пары стен. Мне кажется, у всех этим летом есть фоточки в Инстаграме с подсолнухами. Ну и у меня тоже есть. Вот по дороге, собственно, заехал. Тут целое огромное поле. Ура, ура! Я приехал в Раздольное. Это означает, что до моря осталось, наверное, километров 25 всего лишь. Это очень мало. По сравнению с тем, что я проехал. Дорога остается хорошей, асфальтированной. Мало кочек, ям. И машин тоже немного. Наверное, это очень тупо выглядит, когда велосипедист едет и сам себя снимает. Ура, ура! Я проехал 100 километров за сегодня. И это максимальный результат. Раньше я никогда за один день не проезжал 100 километров. А сегодня я их уже преодолел. И впереди еще остается 12. А будет море, закат, может быть, вино или пиво. В первый же день пути я проехал рекордный для себя 110 километров. Под вечер, конечно, хотелось расслабиться и вытянуть ноги. Но это была приятная усталость. Приехал. Да, конечно, я говорил, что буду ночевать в палатке, но сегодня я решил сделать себе подарок за то, что я проехал 110 километров за один день. Раньше я никогда не проезжал такое расстояние на велосипеде за один день. И, если честно, очень хотелось в душ, очень хотелось дать ногам нормально отдохнуть. Да, и еще почему я не поставил палатку, потому что, если честно, я не очень люблю ставить палатки по ночам в незнакомых местах. Сегодня я приехал сюда уже после 9 вечера, было очень темно. Искать место для палатки уже не хотелось, и поэтому я заночевал на базе отдыха. Снял комнату всего за 1000 рублей и, растянувшись на мягкой постели, хорошенько отдохнул. Завтра меня ждут новый километр впечатлений. Доброе утро, друзья! Я на Бакальской косе. Это настоящее чудо природы. Полоска земли, уходящая на сотни метров в море. Но, к сожалению, в последние годы она исчезает из-за размывов, вызванных добычей белоснежного песка. Я съехал с трассы и двигался по грунтовой накатанной дороге. С этого момента мой дальнейший путь проходил вдоль моря. Вот он, мыс Тарханкут, величественный и чертовски красивый. Крым не перестает удивлять. Сколько же на его землях обитало народов? Например, это античное поселение Маслея. Оно было основано древними греками, а сегодня используется человеком как отходное место или в лучшем случае как площадка для шашлыков. Причем кострища выстроены прямо из этих же античных каменных блоков. Сегодня я проехал более 80 километров. Заканчивал путь уже в темноте при свете фонаря. Но даже при этом не пропустил еще одно интересное место – руины греческой усадьбы Памская. Слышите эту музыку? Я в древнегреческом поселении Колос-Лимен.
И здесь в качестве музыкального сопровождения играет только один трек Сиртаки с утра до вечера. Весело тут. Колос-Лимен. Пожалуй, наиболее хорошо сохранившийся античный полис на западе Крыма. Его возраст насчитывает почти 2500 лет. Вы представляете? Здесь жили люди еще задолго до рождения Христа. И не просто жили, у них были собственные города, где выращивали плодовые деревья, давили виноград и торговали с половиной известного на тот момент мира. Третий день в пути. Дорога ведет через красивейшие места, пропитанные морским воздухом и свободой. Красота природы перехватывает дыхание. Но приходится думать не только о высоком. Сложно ехать с непривычки на велосипеде столько времени. И дело не в усталости ног, которые, кстати, в норме, а в том, что болит зад. Просто и банально. Устала жопа. Устала от дороги с ямами и жесткого седла. И поэтому ловите лайфхак. Если у вас есть полотенце, то оно может очень даже помочь. С полотенцем стало ехать намного приятнее, и теперь было проще обращать внимание на окружающую меня красоту. Я проезжал мимо рыболовецкой базы, заброшенной и разобранной до самой земли деревни, мимо палаточных городков и диких пляжей. Они были приятными оазисами на пыльной дороге. Можно было остановиться и безо всякого стеснения искупаться голышом. Только ты и природа. Под конец дня я получил прекрасный подарок. Один из красивейших закатов в моей жизни. Алое солнце закатывается за морской горизонт. Слышен крик чаек. И в голове прокручивается радостная новость. Друг, а вот оно счастье. Не спеши уезжать. Четвертый и пятый дни прошли в Оленевке. Это небольшой поселок на самом западе Крыма. Здесь есть чудесный пляж из белоснежных песков. Его называют Майами. Тут же имеется грязевое соленое озеро, у берегов которого с утра до вечера взлетают самолеты с туристами. Здесь проводится фестиваль «Экстрим Крым». И здесь же, у старого высокого маяка, покоятся остатки затонувшего корабля. Тарханкут – самая западная точка Крыма. Край причудливых скал и чистейшего моря. Здесь я впервые в жизни ночевал в трейлере, то есть в домике на колесах. Но, к сожалению, был настолько сильно увлечен своим путешествием, что забыл снять его на видео. Поэтому вам придется мне поверить на слово. К слову, в трейлере было довольно-таки много места. Там располагалась огромная кровать, в которой, как я почитал, могло разместиться как минимум 5 человек. Также там были тумбочки, шкаф, а удобства, например, санузел и туалет, они располагались уже во дворе, за пределами трейлера. И, кстати, этот вариант, ночевок в трейлере, мне стоили всего лишь 300 рублей в сутки. Мне кажется, это очень дешево.
5-й день в пути. Новый рекорд. Я разогнался на 80 км в час, а даже и не почувствовал. Опять руины. Это остатки греко-скифского поселения Чайка. Название, наверное, было дано еще в советское время. А это озеро Майнаки и одноименная, к сожалению, заброшенная грязелечебница. В прошлом Майнаки были известны во всей стране, а сегодня это всего лишь груды камней и исписанные стены. Сейчас нахожусь в известной грязелечебнице Майнаки. Стены исписаны, а некоторые комнаты, да тут все комнаты побиты, то есть абсолютно ни одного живого места. В некоторых местах уцелела плитка, там, где уцелела плитка, там сейчас граффити. Сейчас все находится в таком состоянии. Некоторые комнаты абсолютно полностью сожжены, например, как вот эта. Видимо, здесь что-то закоротило, и она абсолютно черного цвета. К моему приезду Майнаки превратились в арт-площадку. Ребята попытались через искусство выразить боль и страдания, разваливаемых временем и отсутствием внимания стен грязелечебницы. Очень грустно видеть старые фотографии, где счастливые люди отдыхают здесь, и как она выглядит сейчас. Последний день в пути. Старый квартал Евпатории, его называют еще Малым Иерусалимом. Скорее всего за то, что в нем находится очень много старинных храмов. Например, греческая церковь, мечеть, синагоги, армянские, русские храмы, а также караимские кинасы и мистические такие дервиши. Последний особенно меня заинтересовал. Дервиши – это отшельники, мусульмане, ведущие аскетичный образ жизни. Они берут не более, чем им надо, и для связи с Богом вгоняют себя в состояние транса, совершая часовые обороты по кругу. А вот и вишенка на торте. Знаменитое розовое озеро Сосык-Севак. Здесь добывается розовая соль, которая, кстати, считается полезной, а также делаются 1000 фотографий для Instagram. На этом мой рассказ заканчивается, но путешествия нет. Таким образом, я провел всего лишь 1 неделю своего ежегодного отпуска и получил огромное количество эмоций. Я очень рад, что у меня получилось пройти весь маршрут на велосипеде, как я и планировал. Путешествуйте, друзья, не проводите отпуск на диване.